Привет! И снова я. Хочу поделиться рецептом, который готовлю давно. Для детей в садик готовила, в школу, и всем нравилось, и все просили меня этот рецепт. И сегодня хочу поделиться, как делаю я мои пряники. Для наших пряников понадобится 3 пачки разрыхлителя, 2 пачки ванилина, щепотка соли, 3 баночки сметаны, 4 желтка, сахара и мука 850 грамм. Добавляем сметану. У меня крем-фреш, он немножко жирнее, чем простая сметана. Все вылаживаем. 4 желтка. Тоже сюда. Разрыхлитель добавляем. 2 пачки ванилина. А теперь добавляем в эту баночку от сметаны 2 баночки сахара. Не полной. Не с горкой. Все тщательно перемешать. И добавляем щепотку соли. И теперь мы добавляем нашу муку. Сначала мы размешиваем лопаткой, а когда она загустеет, будем руками вымешивать. Она такая воздушная, легкая, и пряники получатся нежные, легкие, воздушные. Мы размешиваем все рукой, соединяем массу полностью. Должно получиться такое тесто. Тесто готово, можно делать шарики. А теперь нам понадобится противень с пергаментной бумагой. Мочим руки и берем тесто, кругляшок и делаем шарики. И на расстоянии друг от друга вылаживаем на противень. Итак, у нас получилось 12 шариков на противне. Смотрите сами, большая порция. И кто хочет поменьше, то может его наполовину разделить. Заранее нужно включить духовку на 200 градусов. Теперь отправляем в духовку. По истечении 15 минут наши пряники готовы. Достаем из духовки. Вот такие пышненькие пряники получились у нас. Пробуйте и наслаждайтесь. Из этого количества теста получилось у нас только пряников. Можно посыпать сахарной пудрой. Вот такие воздушные пряники получились у нас. Если вам понравился этот рецепт о сладкой выпечке, поставьте класс. Если есть у вас идеи для выпечки и блюд, пишите в комментариях, и я постараюсь на своем канале вам показать. Спасибо за просмотр, до следующего раза. Пока-пока!